Только что закончился дождь. Мы идем в станцию с Валентиной Ивановной. Вот стоим, ждем трамвая. Трамвая ни хрена нет. Нет, идет Я моросящий дождь. Я мокрый, как Игорек курица. промок, как цуцик. Ну, А Валентина ничего. Ивановна с зонтиком была и тоже все равно мокрая. Вот он. Ну, Это вот мы на новых танцах. Вот там вот вход, дорогие друзья. И мы ждем следующего трамвая. Валентина Ивановна, ну что вы хотите сказать по этому поводу? я хочу сказать, что мы сегодня отлично провели время. Были прекрасные танцы, были прекрасные люди. Мы просто отдохнули душой и телом. Понимаете, мы не сидели дома, мы пришли, пообщались, повидали своих друзей, мы с ними поговорили, мы порадовались друг другу и счастливые разошлись по домам. Ну еще не разошлись до конца. Нет, ну с большей частью мы разошлись, ну да. а сейчас мы стоим на остановке. Игорек, Алла и я ждем. Алла вот. Да, ждем трамвайчик и поедем домой. Кстати, дорогие друзья, вот в одном из интервью Валентина Ивановна рассказывала, что в ее коммунальной квартире Родилась Алла. вот, и вот это, Алла, которая проходит со мной всю жизнь. Да, Алла. Я ее папу готовила в академию. Мы жили в коммунальной квартире. вот, Не видите, давайте- мир тесен, они уже почти как родные как люди. родные, да. Ну а может быть даже и не почти. Да, коммуналка на Малосеменовской, маленькая Алла, Миша, который вернулся из Германии со своей женой Анной Прокофьевной. Все мы дружно жили. Алка у нас поднималась на глазах. Опять смотрите, какая Алка. Вот, уже все. Бог ты, вот так вот. Все. У Алки уже есть дочка. Тоже ходят на танцы. Да нет, у Алки есть дочка, у дочки есть внучка, у внучки есть муж, но еще нет правнуков. Еще Ну, нет до правнуков это А еще. почему бы и нет? Вперед и с песнями. Это вы сказали, у дочки есть внучка, у внучки репка, у репки есть мышка. нет, хотела Мышка сказать, потянула за да. хвостик, и репка упала. Нет, ну Было бы хорошо, если бы у моих Ну, детей, и мои Нет. внучки, да. ну, уже внучка есть, а теперь внучка еще... есть, а правнуков нет. Но я хочу сказать, вот Михаил Васильевич, ее отец, он дожил до 101 года. И только под самый конец он немножко ослеп и оглох, и уже вел не такой образ жизни. А под конец жизни он начал писать стихи. И 23 февраля, в день моего рождения, он мне такие стихи всегда посвящал. Мы всю жизнь были дружны. Он, мой муж, я, его жена Анна Прокофьевна и все. Мы все дружили. Коммунальная квартира, она всегда всех людей как бы сплачивает. Они всегда друг друга поддерживали. Валентина Ивановна, а не помните пару строк из... Нет, не помню помните? сейчас. Просто Миша всегда, он такой был, знаете, дамский угодник. До конца своих дней он любил женщин. И говорил, даже когда я женщину не вижу, он ослеп. Я ее ощущаю руками. Это был Миша в Совершенно этом. верно. До конца дней он остался человеком с большой буквы. Да, это правда. Вот и птички запели. Да, в этот птички момент. поют, да. Ох, да. А жизнь, она идет своим чередом. Она ставит свои точки над «и». Но я почему хочу сказать, люди, никогда не взрывайте, не разрывайте дружеских связей. Всегда их поддерживайте. Всегда уважайте людей, дружите, понимайте их. И понимаете, всегда будьте ближе. Отбрасывайте свои всякие мелкие ссоры, мелкие недоразумения, какая-то всякая мура, которая у нас в жизни бывает. А главное, это жизнь. И прожить ее надо так, чтобы не было, как говорил кто, горький. Как говорят, бесцельно прожито, да? Да. А это не так. Поэтому я, например, в своей жизни ни о чем не жалею. Как я вам уже говорила, живу как хочу и буду так продолжать. Валентина еще Ивановна, я хочу да-да. добавить, что самое главное в жизни – это любовь. Любовь к окружающим, любовь к своим самым близким, к родным. Любите друг друга. Валентина Ивановна, а вот если бы вам Бог представил такой момент, отмотать часть своей жизни назад, что
что бы вы поменяли в своей жизни? Я бы на сегодняшний день в своей жизни не поменяла ничего. Я прожила достойную жизнь. Мне за свою жизнь стыдиться абсолютно нечего. Я протрудилась всю свою жизнь. Я всю жизнь приносила доброе людям. Эй, Игорек, пошел. Пойдемте. Трамвай, всё. Пойдемте. Вот наш трамвай. Ну, мы в трамвае продолжим наш. Так, нажимай. Вот, в трамвай заходим. Валентина Ивановна. Вот видите, Валентина Ивановна даже Ау. не просит, чтобы и место Да, сели в уступили. трамвай, поехали. Ну и продолжите Я мысль. сказала, Игорек, я в своей жизни не вычеркну ничего. Мне не за что цепиться. Даже ничего бы не поменяли, да? Вот если бы Ничего не представился поменяла. момент. Нет, я не поменяла бы ни свою жизнь в войну. Она тяжелая, плохая была, не поменяла. Пусть это опыт. Я не поменяла бы свой университет, тоже тяжелый, тоже очень было сложно. Я не поменяла бы даже 90-е годы, когда пришлось Лихие 90-е. все поменять пришлось. Ничего бы не поменяла. Я не поменяла бы никакую свою любовь. Я не поменяла бы никакую свою дружбу. Я бы ничего не поменяла. И сейчас я продолжаю жить. Ну, как бы сказать, сколько мне Бог отмерит, столько я проживу, как я жила, честно, трудясь, любя людям, никому не завидуя и всех поддерживая. Ну, будем ждать соточку от вас, Надеюсь. как вы сказали. Да. Это последний десяток, да? Ну, я думаю, нет. Нет, я сказала да. Я людям скажу, которые перешагнули рубеж 90, это довольно сложный рубеж. И для меня он тоже очень сложный. Я прекрасно понимаю, что десятка есть десятка. И Бог так все видит. Сегодня 91, пошел 92, а завтра его может не быть. Но я надеюсь, что у меня будет 99 и 100. Может быть, Бог отмерит. Но дай Бог, как рассудит. Я приму все, что Он сделает. Валентина Ивановна, а вы вот недавно урок мужества проводили в школе, да? Да, я была в школе. 7-го я снова иду. Опять 7-го идете, да? я иду. 7 мая. 7-го сейчас мая иду и провожу уроки мужества в старших классах. Я проводила в младших классах, но это такие детки, они еще мало что понимают. Мне очень нравится в старших классах. Знаете, чем мне нравится? Что они сейчас понимают нашу действительность. Они очень хорошо ее воспринимают. И особенно мне нравится, когда заканчивается официальная часть, они ко мне подходят и по-человечески со мной беседуют. Вы понимаете, я вижу их глаза, я вижу их ко мне отношения. И меня это радует, что еще не все потеряно. У нас не все потеряно. Наше поколение, оно даст возможность нам надеяться на лучшее. А что вы рассказывали вот в последней? Какая тема была? Последняя тема та же самая была война. Была Москва, был 41 год, были трудные годы или послевоенные годы. То есть я с ребятами говорила о жизни, а они говорили о своих... Вот последние встречи были, они принесли портреты своих дедов. И знаете, что было приятно? Когда они принесли портреты своих дедов, рассказывали о их жизни, и это было радостно. Почему? Потому что они не только поработали их родители, и память о том, что была у нас, она сохраняется, переходит из поколения в поколение. Что, здесь выходим? Нет, следующий. На следующий? Там удобнее. Вот так, Игорек. Просто, понимаешь, приятно было видеть людей, которые понимают, о чем говорят. Приятно видеть их хорошие глаза. Глаза сочувствующие, сопереживающие. Мы сейчас в трамвае едем, видите, Валентина Ивановна стоит. А что? Я никогда не сажусь. Я всегда стою. Да, А вы... сегодня я вообще без каблуков. А что сегодня, почему без каблуков? А потому что Нарушились. полный тон на нашей площадке. Шпилька моя проваливается, и я чуть не упала. да. Тоже. Но подожди, я такую купила. В следующий раз я если на День Победы одену. Но она проваливается, к сожалению. Ну да, там... Там плохой пол.
Он там между этими очень большие дырки. И сейчас никто не приходит, ты же обратил внимание, сейчас все приходят в кроссовку, и бог знает в чем. Ну, привыкайте потихоньку к новому танцполу. Конечно. А в чем привыкать? Те же люди, Не, ну, та же просто, музыка, то же общение, те же друзья. Сейчас мы к нашему Красному доме приедем, и будет все спокойно. Вы с нами пойдете или? Нет, она у нас, у нее другая Не, линия, а у он- нас с тобой другая линия. Мы на БКЛ. Мы на БТЛ, а она у нас на Комсомольскую кольцевую. Не надо, Оп. не держи меня. Мне просто спуститься. Тут, Вот. вон, видишь, как он подводит? Очертенеть. Вот. Вышли с трамвая, вот это метро Да нет, Сокольники. ну вообще, ну дырка какая, посмотри. Ну да. Покажи дырку. Покажи дырку. Так, вот новую дырку для любого человека, не только для меня. Да, я вообще не обращаю внимания. Так, На 25-м вот мы приехали к метро Сокольники. Сокольники, да. 43-й нам все загородил. Вон я, вон, Игорь. Вот там обойдем. Здесь, а нет, можно здесь обойти. А, пойдем. Не, пойдемте там. Пойдем, чё. пойдем. Вот и дождь закончился, и мы... А он нам все время, то есть подкидывал сложную обстановку для нашей жизни, для наших танцев. Все, вышли напрямую. Даже в таком возрасте мечтать хочется. Ну, судя по вам, у вас возраст, знаете, застыл. Я бросаю на него вообще. Правильно. Дело в том, что я, например, собираюсь тихо. Чуть в я, столб не тихо, врезался. не упади. Я хочу съездить в Крым, попутешествовать. Хочу. Я там была 40 лет весной и осенью, и зимой. Хочу опять в Крым. Дальше. Я хочу в Калининград. А были в Калининграде? Конечно, несколько раз, не только. Вообще везде была. Я всю Прибалтику проехала. Но если тебе сказать, я проехала всю Россию от Владивостока до Калининграда. Ну, это вы говорили, да. Поэтому Калининград я люблю, Крым я люблю, Сочи. А в Крыму больше всего какие Ялта. места? Только Ялта, да? Только Ялта. Немножко Милас, немножко Форос, немножко Гурзуф. Терпеть не могу Алушну. Она Почему? Ветреная. Ветреная в каком плане? Ветры, очень сильные ветры. в А, я Алуште. думал там... Нет, очень сильные ветры в Алуште. А Ялта – это моя мечта. Столько там друзей, столько там прекрасных мест. Понимаешь, я там душой отдыхаю, приду на набережную, сяду под этими самыми, как говорится, стенками и дышу. Понимаете, там отличные кафе, там прекрасные, как бы сказать, блинчики с вареньем, там очень хорошее сухое вино. Знаешь, на завтрак пойду и сделаю себе это удовольствие с удовольствием. И все. Понимаете, подождешь. Я там отдыхаю душой и телом. Потому что Ялту... Нет, иди с нами пойдешь на лифте. На лифте пойдешь. На лифте? Да, Не, лифте, да. Алла, до свидания, хочет. Так, да, с тобой. Пока. В лифте. Заходите, Валентина Ивановна. Ой, идем. Смотрите, вот, кстати, кто спрашивает, а есть ли лифты? Движение вниз нам. Да, движение. Первый этаж. Поехали. Мы вот сейчас спускаемся на большую кольцевую линию. Да, тунеядничаем. Могли бы по ступенькам пройти, но так как что сегодня дождь, не хочется, поехали на лифте. Вот сейчас Подумали. открывается. Конечно, все. Двери открываются. Первый этаж. И мы вот с Валентиной Ивановной. Движение вверх. Двери закрываются. Ой, без конца болтает, что не надо. Так, ой, Опа, держу. Держу. И мы вот на большой кольцевой линии. да. Идем. Большой кольцевой линии. Оставлять детей без присмотра в метрополитене опасно. Да, Пожалуйста, будьте внимательны. О, расстегнулся уже. Расстегнулась. Интересный фильм.
Кофе не хотите, Валентина Ивановна? Кофе. Я вот в этом автомате всегда беру, ну. А ты что будешь брать? Берите. Не, ничего не буду брать. Пойдем, я проведу. У меня свой есть. А я хочу вдвоем. Не, вдвоем Нет. арестуют. Ты знаешь, а мы в прошлый раз так шли. Я большое всего. Просто ради хохмы с Веткой вот прошли, да? Хочешь, давай? Не надо, у меня есть. Валентина Ивановна. Схохми. Арестуют. Никогда. Давай схохнем. Тихо. Иди, хохнем. У меня есть билет. Иди, говорю. Смотрите, мы нарушили с Валентиной Ивановной Обожаю. Мы схохмили. на один проход вдвоем прошли. Ну и вот. Схохмили, да и все. Не, вы не подумайте, у меня есть. Я все есть. Но не в этом, а в этом кайф весь. Ты понимаешь, понимаешь, иногда отойти от общих правил. Понимаешь? Ну да. Нарушили. Ну и что? В следующий раз нарушать не будем. Все везет. Правильно. О, Валентина Ивановна меня провела на метро. Провела тебя. О, бедняжечка. Тихо, поворачивайся. Я смотрю. Здорово. Все. Слушай, ну подуриться-то можно. Конечно. Можно отступить от правил. Это не потому, что мы это делаем. Это просто ради смеха, ради того поднятия настроения. Подумаешь, первый раз прошли вместе, как нам на билет. А за мной много раз проходили Да и пацаны. а? За мной много раз пацаны проходили. Я никогда Я не ругался. Нет, и со мной тоже. Но я просто с тобой захотела пройти. Ну и всё, и ты прошли. согласился. Что? Прекрасно. Вот, спускаемся. Это второй эскалатор. И спускаемся. А, красотка Валентина Ивановна. Ладно, высох немножко хотя бы. Хотя бы высох чуть-чуть. Ну, на мне сохнет, да. Смотри, смотри, смотри. Смотрю, смотрю. И вот мы на станции метро Сокольники. На легендарной. Мне на ту сторону надо, а Валентине Ивановне на эту. Ну, мы еще постоим сейчас. Подождем вашу Проводишь меня, конечно. Вашу электричку. А что ты будешь сегодня делать? Вот буду монтировать видео с вами. Видео будешь, так. А что твоя жена будет делать? Кормить тебя будет? Да, сейчас. Чем? А я даже не знаю еще. Очень вкусно. Потом ты скажешь. Ты сегодня целый день работал, меня промок несчастный, чтобы она тебя приласкала, приготовила, накормила, и чтобы ты был счастлив и доволен после рабочего дня. О, ваш поезд едет, Валентина Ивановна. Вот идет. Сейчас избавишься. Не, наоборот. Давайте пообнимаемся с вами. Обнималочки, да. Хорошо, Игорек. Все. До свидания. Слушай, отключай, я просто тебе скажу. Не надо, потом скажете. Ну и все, вот Валентина Ивановна. Сажаем. Жене привет. И наилучших пожеланий. Ну и все, Валентина Ивановна поехала. Ну а я на этом прощаюсь с вами, дорогие друзья. Пишите, задавайте свои вопросы Валентине Ивановне. Она с удовольствием на них ответит, потому что она читает комментарии. Всего вам хорошего и до свидания. Метро Сокольники.